Привет, вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы по-прежнему находимся в Германии, и как-то не закрыли мы тему с выставкой в Дюссельдорф, потому что... Потому что ходили, смотрели, хотели вам что-то еще показать, а нету того, чего-то интересного, достойного, чтобы это посмотреть и разобраться. Не приехала Hummer Group, нету ни Hummer, ни каких-то остальных их брендов. Поэтому мы поняли, что раз Hummer не едет к нам, мы едем к Hummer. И мы прыгнули в наш автодом, проехали 150 километров и приехали на завод ЛМЦ. Так что для вас мы специально устроим на канале альтернативный Дюссельдорф. И сегодня у нас в обзоре вот такой замечательный прицеп от ЛМЦ. В целом, завод ЛМЦ достаточно долго был самостоятельным заводом, но не так давно он стал принадлежать Hummer Group. И, в принципе, сейчас он расширился в последние пару лет. До этого он производил порядка 7000 единиц какой-то техники, кемперов, а сейчас это более 15 тысяч. И производит он как какие-то под собственным брендом продукты, так и делает для Bürstner, то есть там вот я видел Harmony Line стоял прицеп, так и для самого Hummer какие-то части домов или целиком даже какие-то проекты. Вот сегодня мы с вами посмотрим. Видите, атмосфера завода, периодически будут какие-то громкие звуки на фоне. Прицеп LMC, музыка, как-то, короче, своеобразно немцы называют, но вот поправьте меня в комментариях, как правильно произношение вот этой истории, если в курсе. 520Е на русский буду это называть. Вот так выглядит задняя стена, в принципе, напоминает мне вот эти фары прицепа от Adria чем-то на первый взгляд, но ручка сделана вот такая во всю длину, металлическая, а в остальном такое что-то есть классическое вот в этом виде прицепа сзади. Но я предлагаю по традиции сразу идти внутрь, потому что там самое интересное. Слева от входа в задней части у нас столовая группа, и она классная тем, что она почти по кругу замыкается, то есть у нас маленький проход и диван прямо вокруг этого стола полностью. Опускаемый, конечно же, стол, вот такой темным он ламинирован. Шкафчики мне очень здесь понравились. Они просто тянешь на себя и все. То есть фиксаторы каким-то таким образом организованы, что сами петли держат шкафчики, не дают им лишнего болтаться, но по идее должны держаться. Так, а это у нас как открывается? Что это такое? Что это такое? Это не открывается. Знаете что? Это я зря дергаю, это не открывается. Это просто подсветка, которая сделана таким образом и отражается здесь от вот этого белого фасада. К сожалению, подсветки все вам показать не могу, потому что мы просто выпросили, чтобы нам с завода выкатили и показали вот несколько моделей. Нам сказали, ну, извините, вот что можем, покажем. Стоим просто на задворках завода сейчас. Нет здесь подключений, нету аккумуляторов, поэтому вот посмотрим, как есть, и будем догадываться. По цене я не знаю сейчас точно стоимость вот этой истории. Мы напишем ее в конце на какой-то плашечке, поэтому я буду смотреть без относительно сейчас того, сколько это стоит. Просто вот нравится, нет, насколько это удобно и качественно там на ощупь. Кстати, вот здесь, пожалуйста, еще одна светодиодная лента я нашел, то есть вот это вот все пространство будет освещаться из-под полочек таким мягким, я так понимаю, теплым светом, судя по общему дизайну. Конечно же, вот эта столовая группа трансформируется в большое спальное место. И мы, кстати, пообщались с представителем завода, который вот какую-то техническую информацию, поскольку я ее здесь не знаю, и где взять ее тоже не знаю, он нам ее будет периодически в ролике вклиниваться и рассказывать. Мы находимся с вами внутри трейлера Музыка 520E, и я расскажу вам о некоторых его особенностях. Отделка трейлера отличается высококачественными деталями интерьера. Откидные дверцы из натуральной древесины. Это немного все вкусовые вещи, но у меня были максимально смешанные чувства, когда я сюда зашел. С одной стороны, мне очень понравились, первое впечатление было очень приятное, то есть я зашел, и выглядит это как-то достаточно дорого, богато, и так качественно, приятно на ощупь, вот эти все ткани, из которых это сшито, сами фасады чем отделаны. Но с другой стороны, чуть дальше я приглядываюсь, и вот эти вот хромированные вставки, вот этот цвет, не помню как называется, по-моему, клен у нас чаще называют эту мебель. Пишите в комментарии, если помните, как точно называется такой цвет в отделке. Он как-то выглядит немножко, несовременно, что ли, на мой взгляд. Чисто вот сам цвет. При этом он рядом контрастирует с вот этим очень приятным темным фасадом.
То есть вообще здесь все вот в этих контрастах, где какие-то решения выглядят достаточно передовыми, классными, стильными, и некоторые меня удивили, я даже позже вам обязательно сейчас дойдем, покажу. А где-то мы вдруг натыкаемся на какие-то такие вещи, которые, на мой взгляд, выглядят старомодными. Вот, например, пульт основной, такого я еще не видел, и выглядит он классно. Он аккуратная такая черная панель, кнопочки, которые мы сейчас, конечно, нажать не можем, но они не сенсорные, они практически незаметные. Я вот чувствую, что чуть-чуть что-то под пальцем щелкает. То есть здесь мы можем увидеть, сколько у нас воды, сколько, ну там бойлер, включить, выключить, то есть вот эти вот все моменты. Здесь у нас есть барная стойка, а вот далее ящики с плавными доводчиками закрытия. Плита на 3 конфорки с автоматическим электроподжигом. Такой формы я еще не видел, выглядит достаточно занимательно. В принципе, в целом мне нравятся вот такие основательные чугунные какие-то решетки, ну, судя по весу, по крайней мере, они. Сейчас мы тут все разберем. Да, они очень тяжелые, напоминают реально вот чугунные решетки у плиты. Плита, конечно, газовая, 3 огня, все 3 разные от Тедфорд. Это цельный модуль с мойкой. Кран, правда, вот здесь, ну, вот такого образца складывающийся и такой простенький, ну, обыкновенный кран, который мы часто видели в прицепах. Просто я уже чуть-чуть разбаловался тем, что Адрия сделала вот эти стационарные краны в этом году. Ну, здесь вот таким образом это реализовано. Так, это у нас прям, то есть оно не без доводчика, но такая вот специальная есть фиксатор какой-то в петле, который останавливает, чтобы это сильно не хлопнуло. Глянцевая белая поверхность сделана у плиты. Сначала я подумал, забрызгается, наверное, это все жирным, а потом вспомнил, что нет же, стекло мы поднимаем, когда готовим, поэтому вся грязь у нас остается здесь. И мыть это достаточно легко должно быть, поскольку это единый модуль с раковиной. Вот здесь светодиодная подсветка есть, то есть, по всей видимости, этот выключатель ее включает, и 2 розетки на 220 вольт. Сюда, в принципе, можно поместить, например, кофемашину или что-то еще. Кстати, в барной стоечке вот этой вижу небольшой вывод проводов, то есть, по всей видимости, какая-то электрика где-то там у нас может быть спрятана, и отсюда будет выходить только провод, например, питающий ту же кофемашину. Это у нас что? Это вот такие шкафчики. И выше, кстати, здесь шкафчики сделаны с педалечкой, то есть где-то шкафчики просто открываются, на петле держатся, а где-то с помощью таких дополнительных фиксаторов. Тут полочки, тут просто один большой шкаф. Это вот что касается кухни. Компактный холодильник Slim Tower с объемом 140 литров и морозильной камерой. Все обычно, как мы видим с вами почти всегда, кроме вот этого фасада. Почему я раньше нигде не видел, не встречал вот эти вот фасады, чтобы они были в цветовой гамме отделки дома. То есть тут точно такой же приятный цвет айвери, которым отделаны глянцевые шкафчики и так далее. Это же классно. То есть это как раз тот момент, который меня порадовал в стиле, что холодильник не как в дорогих случаях, когда это дорого и сделано сверху отдельно фасады, он спрятан и так далее. Вот, не надо прятать никуда. Отличный холодильник Тедфорд, просто поменяли вот эту вставку на общую отделку. И замечательно. Почему это так редко видим, не знаю. Но это выглядит здорово. С обратной стороны у нас точно такая же глянцевая поверхность, которая тоже мне очень нравится и выглядит приятно. Этот цвет, который очень хорошо сочетается с глянцевыми черными выключателями. Дверь, конечно же, в туалет. Кстати, вот это решение тоже очень приятное. Рядом со входом в туалет маленькое зеркало и такая нашитая панель тканевая, которая сразу делает это все дороже, качественнее, как бы на вид, по крайней мере. Ну, в принципе, на ощупь это все тоже основательно так выглядит. LMC вышит логотип. Шкафчики над туалетом Тедфорд разместились, тоже глянцевые фасады. Приятно, что открываются они без каких-либо ручек и кнопочек. Выглядит это, на ощупь прикольно, то, что мы просто тянем и фиксатор работает. Розеток здесь я никаких не наблюдаю, и это на самом деле немного печально. Нету розеток нигде в туалете. Раковина у нас просто вот такая металлическая, думаю, алюминиевая, встроенная в столешницу, врезана с углублением. Форма какая-то новая, я ранее такую именно форму вот один в один не видел. Но, как я уже ранее много раз говорил, мне нравится, когда такая чаша стоит на столешнице, однако, наверное, с точки зрения экономии места, как-то правильнее и грамотнее именно вот, возможно, такие раковины. Давайте обсудим в комментариях, как вам кажется, какие раковины лучше в туалете, когда они стоят на столешнице, что сейчас модно и часто встречается, или вот такая классическая история, когда она углублена. Шкафчик у нас есть большой угловой достаточно и 2 маленькие полочки по бокам. Туалет Тедфорд стандартный, селектор с мылом, который мы, опять же, чаще всего и встречаем в прицепах и автодомах такого класса.
Не может не радовать, что основную спальню у нас отгораживает от общего пространства вот такая жесткая дверь, которая состоит из двух частей. Однако можно задвинуть только половинку. Наверху есть специальный фиксатор, и, соответственно, дверь с помощью него фиксируется. Если просто ее начать тянуть, можно, наверное, его сломать. Это немножко не очевидно, это вполне себе удобно, если это твой прицеп, и ты им пользуешься. Но, наверное, вот если вдруг какой-то чужой человек дернет, можно теоретически сломать. И сама основная спальня, по шкафчикам здесь все просто и понятно. Точно такие же, в принципе, шкафчики, как и в столовой группе, только расположены они у нас по кругу. И самое интересное, это сама кровать. Очень классные, приятные матрасы, которые мне прям сразу понравились. Они, с одной стороны, жесткие, как где-то внутри. Основа такая, вот я люблю просто жесткие кровати. Похоже на вот когда какая-то кокосовое, знаете, наполнение в матрасах. Это приятно, но при этом очень такая мягкая, вот эта пушистая сверху обивка, как будто бы каким-то гусиным пером она заполнена. Но я думаю, что, конечно, это какая-то синтетика, но очень-очень приятные матрасы. Прямо... Далее, еще один момент, который порадовал. То есть две раздельные кровати мы здесь имеем, вроде как. Но, естественно, эта кровать может быть превращена в одну большую или даже, как считается, в целом теоретически трехспальную. И очень интересная система. Вот таким образом раздвигается вставная часть, то есть, казалось бы, где она могла здесь спрятаться. А она вот сворачивается каким-то образом в эту тумбочку, и сюда, конечно, кладется вставная часть, которая делает эту кровать единой. Она спрятана у нас вот здесь. То есть здесь какие-то дополнительные подушки для того, чтобы в столовой группе оборудовать кровать. И здесь же спряталась вот эта большая длинная подушка, которая такая же, как и обычный матрас, которая делает эту кровать целой и единой. И это классно, это интересно сделано, это классно реализовано, все это очень легко и качественно, легко просто выдвигается. Освещением в трейлере можно управлять из любой точки. Так, например, я могу включить или выключить свет во всем трейлере со спальни с помощью вот этого выключателя. Что еще интересного, это светильники. Светильники здесь тоже трековые, я не знаю, новинка это в этом году или это уже было раньше. Неудобно только то, что из-за саморезов, которыми зафиксирован трек к полочке, мы не можем передвигать светильник по всему треку, нам надо его вынуть и переставить на какой-то сегмент трека. Светильники, кстати говоря, от Dometic. Не знаю, есть ли у Dometic на эти треки еще какие-то другие модули. Опять же, пишите в комментариях, если вдруг вы встречали, видели где-то в каких-то каталогах, может быть. 220 вольт розетка с одной стороны, а с другой стороны ничего больше и нету. Багажное отделение, конечно, у нас есть под кроватями. Сейчас мы посмотрим снаружи. С одной стороны есть дверь, чтобы получить доступ под кровать. С другой стороны, где мы с вами только что смотрели матрас, двери, как вы видите, здесь нету на улицу. То есть это чисто багажное отделение для салона. Но опционально можно установить сюда, как нам сказали, тоже такую вот дверку снаружи. И можно будет с двух сторон получить доступ в оба подкроватных пространства. Дверь как раз таки это снаружи очень приятного размера, то есть она широкая и почти что во всю высоту почти багажника. Металлокаркас кровати мы также здесь видим. Далее у входа у нас достаточно большой просторный гардероб. Внутри вижу вот эта маленькая беленькая штучка, она включает автоматический свет, то есть здесь маленький светильничек есть, который будет включаться, когда мы открываем дверь. Ну, соответственно, палка, блок электрификации, то есть предохранители здесь расположились. Раз розетка, два розетка, две розетки 220 вольт и один свободный слот. Ниже у нас печка Truma. Прицеп оснащен системой отопления от компании Truma. Он идеально подходит для проживания в зимний сезон. Для этого достаточно заказать зимний пакет, в котором будет предустановлена комплексная система отопления, теплый пол. Внутри встроен бак для сточных вод, поэтому трейлер абсолютно пригоден для зимнего кемпинга. Изоляция выполнена из пенополистирола толщиной в 24 сантиметра. Этот материал позволяет зимовать в трейлере при температуре до минус 10 градусов по Цельсию. Дверь на две части не разделяется, как это иногда бывает. Какие-то кармашки присутствуют на двери, что на самом деле часто необходимо, то есть вам, возможно, сюда будет удобно бросить какой-то ключ, какие-то еще вот эти вот вещи, которые на входе. Это всегда классно, когда есть какие-то дополнительные ящички. Шторка, конечно, закрывает вот это небольшое окошко. Не знаю, правда, была ли необходимость здесь делать окошко.
такое маленькое, хотя в целом освещения в прицепе достаточно. То есть мы снимали без света, и окна большие, все видно. Замок где-то я уже такой видел. Стандартный, в принципе, такой для прицепов. Как вот я говорил, что завод ЛМЦ, в принципе, производит для многих производителей, поэтому многие вещи, многие вот такие запчасти унифицированы, и такие замки у нас тоже часто встречаются. Вниз нажимаем, открывается защелка, вверх мы можем запереть полноценно на вот эти вот, на вот этот засов, так сказать, внутри саму дверь. Мусорное ведро очень похоже на то, что у Адри стало, по крайней мере, по-моему, как раз-таки с линейки 2021 года, который мы вот таким образом откидываем, достаем какой-то пакет, который мы сюда ставим, или какой-то накопившийся мусор. То есть снять мы его с двери не можем, но вот так оно откидывается и фиксируется с помощью вот этого поводка. По краю прицепа вижу вот такой поводок для крепления, ну, такой палатки какой-то, ну, то есть не маркиза, когда у нас, а просто пристегивается дополнительная часть на улице. Далее по борту вижу заливную горловину для чистой воды. И где-то здесь, по идее, у нас получится как раз дверь для доступа под вторую кровать, которая находится у левого борта. Давайте посмотрим багажник в передней части. Интересно, не сразу можно разобраться, нужно нажать немного сверху, поднимается крышка, и там уже спрятан сам замок, который запирает багажник. И багажник вот таким образом выезжает чуть-чуть вперед и поднимается вверх. Такой системы, по крайней мере, в обзорах со мной мы еще не встречали. Я видел где-то такую систему, но сам еще ручками не трогал. 2 газовых баллона у нас здесь стандартные устанавливаются. Крепление, по всей видимости, для запасного колеса. Справа кассета для серой воды, противооткатные упоры. И вот вижу ручку. Ручка у нас для выравнивания на стоянке прицепа. Хочу отметить, что именно в этой модели установлены усиленные ноги, которые вот фиксируют. То есть не стандартные, а в этой модели они идут усиленные для большего веса. Рама Алка, прицепное устройство Алка, стояночный тормоз Алка. Все по классике, классно, надежно, и вот эта пластиковая накладка. Пишите в комментариях ваше мнение о том, понравилось вам или нет. Вот здесь будет цена написана, сколько это стоит, и как бы в комментариях мы уже сможем обсудить с вами, исходя из той цены, стоит от того или нет, насколько это классный прицеп, на ваш взгляд. Конечно же, в Дюссельдорф на выставке мы смотрели и привычные нам прицепы от Адри, поэтому смотрите на канале ролики, не пропускайте финальную шапку, там будет ссылочка. И, конечно, там же будет ссылочка на дилерскую конференцию Адри, которую мы сняли чуть ранее для вас в Словении, линейки 2021 года. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Меня зовут Антон, это канал Яхты на колесах. До новых встреч, пока!